Недавно мы с мужем посетили мемориал недалеко от города Громатыко. Мемориал на месте падения Боинга 737 кипрской компании Heliot. И у меня случился такой флешбэк. Я вспомнила этот год, 2005 год, как это все происходило. Потому что я как раз в этот день, мы были с друзьями на пляже возле Громатыко и наблюдали, как маленькие самолеты забирают воду прямо над головами людей. Вот они летели, забирали воду с моря, чтобы тушить этот разбившийся самолет. И такая небольшая дымка исходила, где-то была за горой. Это было очень близко от моря и очень близко от городка Громатыко. Все дороги были в пожарных машинах, с машин скорой помощи, машин полицейских. Мы не могли прямо уехать, нам надо было ждать на пляже, чтобы уехать оттуда. Этот флешбэк случился, я это все вспомнила и решила, что надо записать это видео и рассказать об этой трагедии. Итак, 2005 год, август, 14 августа, самолет Boeing 737 кипрской компании Helios Airways совершал рейс 522 по маршруту Ларнака, Афины, Прага. То есть он должен был приземлиться в Афинах и дозаправиться, чтобы уже дальше полететь в Прагу. На борту находилось 121 человек, много детей, прям целые семьи. Они летели вот этим самолетом лоукост, чтобы посмотреть Прагу, то есть для них это был целый праздник. Итак, самолет Boeing 737 ранее был на службе у немецкой компании с 1997 года по 2004 год. Это тоже был лоукост самолет. И с 2004 года он переходит в руки небольшой кипрской компании Helios Airways, у которой было, в общем-то, немного самолетов. Это была совсем небольшая компания. Пилотом самолета был немец Ханс-Йорген Мертен, вторым пилотом Пампус Харламбос и старший бортпроводник Луиза Вутери. Пилоту было 58 лет, он был очень опытный. И он знал, что за день до вылета у самолета были проблемы с герметизацией. Бортпроводники заметили, что что-то происходит с дверью, иней, снег как бы пробирается внутрь, холодно в салоне. И это был не первый случай проблем с герметизацией в этом самолете. Буквально за полгода и год до этого уже были подобные случаи, но никто из инженеров так и не смог найти проблему. То же самое случилось и в этот раз. Инженер не смог найти проблему, но когда он тестировал самолет, он забыл переключить тумблер давления с режима автоматического, точнее, он переключил с автоматического на ручной и забыл переключить обратно на автоматический. И вот 14 августа в 9:07 самолет по плану совершил взлет. Пилот так и не проверил, не обнаружил, что вместо автоматического он находится в ручном режиме. Начинает взлет, и на высоте около 3000 метров срабатывает первый сигнал. Притом этот сигнал, он одинаковый. Сигнал проблемы с давлением, низкое давление, и сигнал, который называется сигнал неисправной взлетной конфигурации. Но этот сигнал срабатывает только тогда, когда самолет находится на земле. И поэтому пилот не понимает, что происходит, и связывается с диспетчерской и хочет поговорить с инженером. В этот момент самолет продолжает набирать высоту, и на высоте 5500 метров срабатывает второй сигнал. И во время этого сигнала выбрасываются кислородные маски. И все это время происходит странный диалог между пилотом и инженером. И, скорее всего, в этот же момент начинается гипоксия. То есть
Пилот уже не соображает, что происходит, он не может принимать никаких решений, он не использует кислородную маску, он задает вопросы, которые никак не связаны с проблемой. Инженер у него спрашивает, включил ли он тумблер, переключил ли он тумблер с системы manual на автоматическую. Точнее, не спрашивает, переключил ли, а спрашивает, в каком состоянии находится тот тумблер, мануал или авто. Он сам как бы не знает, в каком состоянии он его оставил. Но пилот уже не в адеквате, и он уже не отвечает. Второй пилот тоже не принимает никакого участия. Самолет поднимается на высоту, заданную автопилотом, 10 тысяч метров. И после этого уже диспетчерская не имеет никакого контакта с пилотом, с самолетом. Самолет на автопилоте направляется в сторону Афин. В 10:40 утра самолет пролетает над островом Кея и на ложную посадку в Афину. То есть он вроде как идет на посадку, потом не приземляется и опять идет на второй круг, на третий круг. Диспетчерская Афин пытается связаться с самолетом, самолет не отвечает. И тут тоже происходит ошибка, то есть они не придают этому сильного значения первоначально. Потом, когда они понимают, что что-то реально происходит не так, уже вылетают два самолета F-16 ВВС Греции. Это происходит в 11:05. Они пытаются установить визуальный контакт с пилотом, вообще посмотреть, что происходит. Они максимально близко подходят к самолету, чтобы посмотреть, в иллюминатор, что происходит в кабине самолета. В 11:49 вдруг они замечают человека, который садится в кресло пилота. То есть пилота они не видят. Они видят второго пилота в отключке, а первого пилота нет в кресле. И вот в 11:49 они замечают человека, который садится в кресло первого пилота и что-то пытается делать. Они не знают еще, что это Андреас Продромус. Об этом уже будет установлено потом. А установлено это будет по голосу. Он связался по радио. ВВС Греции не слышит, что он говорит. Он говорит «Mayday, Mayday». Эта терминология означает что-то, какой-то экстренный сигнал, какая-то проблема. И он повторяет это 2 раза, и он уже такой ослабленный. Вот так вот машет пилотом самолетов F-16. По голосу потом вычисляет, что это именно Андреас Продромус. И после этого у самолета не остается горючего, потому что он не дозаправился в Афинах, и взрывается левый двигатель, потом взрывается правый двигатель, и самолет падает недалеко от города Грамматико. Некоторые утверждают, что именно Андреас Продромус увел самолет от Афин. У него была лицензия пилота, которую он получил в Англии, но он не мог пилотировать самолет Боинг. Его лицензия это был на маленький частный самолетик. Он пытался делать, что мог, у него была тоже гипоксия. Почему остальные были в отключке, а он смог пробраться в кабину пилота? National Geographic Канады снял 3-серийный фильм про этот самолет. Ghost Flight он называется, где подробно, минута за минутой расписано, что и как происходило. Это просто фантастическая история. Оказывается, что код от кабины пилота знает только главный бортпроводник. Я напоминаю, что это была Луиза. И чтобы пробраться в кабину пилота, надо было спросить у нее этот код. Когда выпали кислородные маски, Андреас Продромус, надо сказать, что он был спортсмен, он занимался дайвингом, и он был тренированный, он мог не дышать несколько минут. И есть версия, что именно благодаря этому он единственный, кто так долго продержался.
Он знал, что кислородные маски всего на 12-15 минут. Он знал, что есть кислородные баллоны, там их было, по-моему, 2, и они рассчитаны где-то на полчаса. То есть он использовал эти кислородные баллоны, скорее всего, он использовал вместе со своей девушкой, которая тоже была стюардессой. И они вдвоем приводили в чувство вот эту Луизу, старшего бортпроводника, и спрашивали, выведывали у нее этот код, чтобы пробраться в кабину пилота. В общем, фантастическая история. Пилоты были уже в отключке. Первый пилот просто уже лежал. Второй пилот потерял сознание в кресле. Они пробрались спустя... Ну, смотрите, он потерял сознание уже в 9:30, а они пробрались в 11:49. Представляете, сколько времени прошло? Ну, просто эта история заслуживает экранизации, согласитесь. И он уже не мог ничего сделать, потому что ему уже дышать нечем было. Скорее всего, по мнению многих экспертов, большая часть людей, она уже была... Даже если бы самолет приземлился, люди были бы в глубокой коме, у них было такое сильное кислородное голодание, скорее всего, они уже были не живы к этому моменту, к крушению самолета. 100% они были в отключке. Вот, и это очень грустная история. После этой трагедии мировое сообщество, скажем так, пилотов, производителей самолета, они пересмотрели много чего. Эта катастрофа, это была, знаете, таким большим уроком. И после этого были переделаны Боинги вот этой серии, переучены пилоты, что делать во время разгерметизации и так далее. Этот случай один из самых ярких в истории авиакатастроф, за всю историю авиакатастроф. Он, можно сказать, в учебниках и пособиях для пилотов детально расписан. И прошло много лет, я не знаю, что теперь сказать. В общем, спасибо за просмотр, берегите себя. До встречи.